Всем привет, ребята! В этом видео расскажу по просьбе подписчика, какую технику стоит вкачивать в 2022 году и вообще на что стоит обратить внимание. Техники стало много, когда я начинал, всего было 4 ветки, сейчас уже их, можете посчитать сколько. Начну с самой нижней, с итальянцев, это Progetto, одна из моих самых, наверное, любимых техник. Танк среднего уровня, система доряжания пушковая, точная, котирует, особенно хорошо идет по ранговым боям. Это техника номер один у меня, по крайней мере, в ранговых боях я прохожу на ней. Рикошетное, пробитие хорошее. В общем, если у вас нету средних танков еще, это я считаю номер один, который нужно качать для рандома. Когда не используется в них в командных боях, на ГК не берется, но вот для рандома это тема. Все, также я сейчас буду обращать внимание на ту технику, которую вам стоит вкачивать в первую очередь. Все, что не стоит пока обращать внимание, я пока не буду. Поэтому Червонте пропускаем. Идем в следующую ветку. Шведы у нас идут. Здесь стоит обратить внимание на кранваген, барабан, 3 снаряда, крепкая башня, непробиваемая. Быстрая КД, хороший урон. Также котируется в ранговых боях, хорошо заходит, рандом идет тоже неплохо. Не берут его, не берут на ГК, не берут на, ну там в зависимости от рельефа могут взять, конечно, в зависимости от рельефа. А так в основном его не котируется в этом. Здесь вот это тяжелый танк. Так, переходим к Польше. Польша тут, конечно же, 60 ТП, это если у вас техники тяжелой нет, это пока номер один по тяжам, которые нужно в первую очередь, я считаю, вкачать. Все, очень хорошие, много жизней, хорошая альфа, нормальная броня, класс, в общем, техника. Вот советую обратить на это внимание. Переходим к японцам. Здесь, к сожалению, ни одной техники пока я вам не порекомендую, потому что мог бы стать номер один тайп для рандома, но когда понерфили фугасы, эта техника сейчас не заходит. Просто не заходит, и на ней почти никто не играет. И если что-то Wargame не будет с ним делать, технику вообще не котируется ничем. СТБ-1, да, хорошая техника, СТшка, но мне не нравится точность, и альфа, конечно, там не сильно, но хотя по КД очень даже неплохо. Но пока Японию пропускайте. Китайцы. По китайцам, ребята. ВЗ когда-то игралась неплохо в тяжах, но сейчас достаточно тяжей, которые играются и получше. Также пока здесь обратить внимание ваше ни на что. Переходим на этих самых чехов. Здесь на что обратить внимание? В первую очередь ТВП. Очень классная техника среднего уровня. Техника, магазин на 4 снаряда, 1,5 секунды между выстрелами. Также для рандома и в том числе и в ранговых боях очень нормально себя тоже показывает. Также я советую вам обратить внимание на эту технику. Так, следующий у нас британцы. Британия. Ребята, Британия у нас на что обратить внимание? Конечно же, ФВ 405. Это особый геймплей. Под 2000, больше 2000 можно с одного выстрела, поэтому это просто фановская такая по фану игра. Считаю, также нужно, чтобы у танкиста было это, поиграть, чтобы выбить там, покайфовать от этой игры. Да, не берут его боя, в рангах он тоже не заходит, он так чисто вот именно для рандомчика, стрельнуть пару раз хорошо, выбить. Все, пока что здесь конь, еще можно коня, это как с тяжей идет, тоже его берут. Тут крепная башня, хорошая КД, неплохая броня, все присутствует. Также берут его и на глобальную карту. Стоит обратить внимание на него. Здесь две техники: конь и ФВшка с хорошей альфой. Так, не, альфа на коне, чтобы не путалось. Так, переходим к французам. Французы, ребята, ну конечно же, смотрите, ЕБРчики, если у вас нету светляков, в первую очередь я вам советую качивать ЕБР, самая быстрая техника в игре.
Его берут на глобальную карту, он котируется и в рандоме погонять, тоже фановая техника. Прикольная вещь, это светляки, ребята, светляк первый, который качается. Бат, конечно же, бат, вообще вот 3 техники, это батчат, ТВП и прожекта, которые я советую вам вкачивать как барабанные средние танки. Даже в любой очередности не прогадаете, все они хороши, поэтому бат тоже идет техники, которые котируются. Она очень хороший, у него и обзоры, и можно подсветить, и как светляк сыграть, и незаметность, и барабан. Ну, в общем, тоже кайфануть можно от игры на этой технике. Так, все остальное пропускаем. Вот это 2 пока техники, что я вам могу здесь посоветовать в первую очередь. Переходим к Америке. Америка у нас показывает, тут почти вся техника нормальная. Но на что стоит, правда, обратить внимание? Ну вот Havoc для рандомчика, это вот барабан, 4 снаряда, нормальная подвижность, можно с полевой модернизацией сделать. Я тоже на нем покатываю, тоже стоит обратить внимание. ПТшки на бронировании с хорошим уроном Е3, Е4, это ПТ, ну и сейчас по ПТ мы еще перейдем вот на немцев из ПТ. Вот тут я бы взял бы, конечно, гриль. Это самая лучшая пушка, я считаю, в игре World of Tanks, поэтому гриля, если с ПТ качать, я думаю, все-таки грилька взять, вам посоветовать. А также маус, это классика, это на маусе нужно, конечно, уметь играть, и мауса это уже, если вы 60 ТП вкачаете, там маус это по фану, ребят, тоже поиграть. Их немного, надо еще уметь. Если хороший игрок вам попадается, он, конечно, и пробивает, и все. Поэтому здесь пока остановимся на грильку. Техника точная, быстрая. Кто, если помнит, еще это время, тут в свое время был Кранваген. Это техника, которую поменяли на Кранваген. Так, и переходим к советам. Тут самая большая ветка, разветвленность самая большая. Тут что? Тут много техники, которые и берется на ГК, и играется на ГК. Во-первых, это СТ-шка, Стасорик. Он играется как основной танк на ГК, если у вас не 907. Вот это вообще представитель той техники. Вот 140 Т-62, вот это почти одна техника. Вот можете один качать, и он вам заменит почти 3. 907, они все схожи. Поэтому вот 140 как СТ для ГК, вот она, ваш выбор. Стяжей, конечно же, берется 277 для ГК, это быстрый тяж. Для рандомчика я все же вот люблю ИСа-7. Вот мне как-то заходит, оно больше там и по броне он лучше. А вот для глобальных карт берется 277. То есть, смотрите, вот здесь основные такие техники. Вот 268.4 это также берется ну тут надо уметь, ребят. Пока еще, я думаю, вам рановато, если вы только начинаете, это пока вам рановато. Вот основная техника. Также смотрите, если вы обращаю внимание к тому, что вы уже наверняка что-то начали качать. Вот с той техники, что я назвал, вот уже смотрите, если вы там начали там что-то СТшки, вот качаете КВ, квас идете, не квас, вот допустим с СТшек начали качать, то в принципе на 140, если вот здесь можете выйти на 140, либо вот на 430 вот, тоже неплохая техника, и броня там больше для рандома он идет. Вот так, по очередности, смотрите, первое, наверное, я все-таки рекомендую тяжев качать 60 ТП, потому что если вы плохо играете, вы будете много получать, а броня вам все-таки поможет чуть-чуть что-то отбить и узнаете карты. Второе, смотрите, уже там можно ПТ вкачать, светляка, СТшку вкачать, по СТ я все рассказал, ну, в принципе, вот так вот. Как получилось, так получилось. Вот мой совет по технике. Надеюсь, видео вам пригодится и станет